Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим два очень сильных домашних рецепта, благодаря которым вы забудете, что такое морщины и что такое проблемы с волосами, какие бы они у вас ни были. Выпадение, тонкие волосы, секущиеся, вы хотите объема длинных волос, избавиться от перхоти, все это можно будет сделать благодаря одному очень мощному компоненту, а именно лавровому листу, который есть на кухне, я думаю, у каждой хозяйки. И мы сразу вместе с вами начинаем приготавливать наш первый рецепт, который поможет вам сделать ваши волосы просто роскошными за короткий срок. Итак, что нам для этого понадобится? Для начала вам нужна будет любая стеклянная емкость. Неважно, у меня здесь вот такой вот специальный чайничек. Вы можете воспользоваться графинчиком, либо обычной банкой стеклянной. Главное только, чтобы это было стекло, и чтобы вы могли после приготовления отвара накрыть его крышечкой. Итак, первый компонент у нас это лавровый лист. У меня здесь где-то приблизительно 3 столовые ложки лаврового листа, но чтобы было проще, здесь где-то 15 штучек листиков лаврового листа. Что мы будем делать? Мы берем каждый листик и его измельчаем. Пока измельчаем лавровый лист, я хочу рассказать вам, почему, собственно говоря, лавровый лист так полезен для наших волос. Все дело в том, что лавровый лист очень сильно укрепляет корни волос, сокращает их выпадение и придает невообразимый блеск нашим волосам. Польза этой специи для волос обусловлена также тем, что в его состав входит знаменитая никотиновая кислота, которая, как уже известно многим, преображает волосы за короткий срок. Также в состав лаврового листа входят витамины А, С, пиридоксин, железо, марганец, кальций, цинк, а также полезные эфирные масла, дубильные вещества и флавоноиды. Поэтому я думаю, что сомневаться в пользе этой знаменитой специи не приходится. Итак, мы измельчили уже весь лавровый листик, поместили его вот в эту баночку, в нашу стеклянную. И теперь сразу сюда к лавровому листу мы будем добавлять 2-3 столовые ложки цветков ромашки. Если вы найдете целые цветки ромашки, будет лучше. Если не найдете, можете использовать вот такие вот измельченные, как у меня. Добавляем нашу ромашечку к лаврушке. И последнее, что вам нужно будет сделать, я уже заранее закипятила чайник, залить нашу лаврушку и нашу ромашечку где-то приблизительно 200 мл горячей воды. После того, как залили кипятком, обязательно закрывайте баночку крышкой. И теперь вы убираете этот отвар в темное прохладное место где-то на сутки. По истечению суток вам нужно будет отварчик процедить и добавить его либо в пульверизатор, либо также оставить в баночке, в зависимости от того, как вы намерены будете его применять. О его применении я сейчас расскажу. Существует два моих любимых способа, с которыми я сейчас с вами поделюсь. Но перед этим также хочу сказать по поводу ромашки. Ромашка, она так же, как и лавровый лист, очень сильно укрепляет корни волос, придает локонам блеск. И что еще немаловажно, для тех девушек, которые уже давно хотят отрастить себе длинные косы, вот ромашка с этим очень хорошо помогает. Поэтому стоит обратить внимание на эту травку. Если же вы не найдете ромашку, то вы можете заменить ее на кору дуба. Но тут стоит немножко быть осторожным, потому что если вы блондинка, то кора дуба может слегка окрасить ваши локоны. Поэтому я все же рекомендую ромашку. Она, скажем так, подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Два моих любимых способа. Первый способ — это вот вы сделали такой отварчик, сделать его легко, и после того, как помыли голову, сразу нанесли этот отвар полностью по всей длине волос, особое внимание уделяя корням. Прям вот так вот просто прошлись, промассажировали. Это самый простой способ. То есть в душе, стоя в душе, наклонились, ополоснули и затем не смывайте. Слегка промокнули полотенцем и оставили на своих волосах. Второй способ мне нравится намного больше. Я переливаю готовый отвар
в пульверизатор. Вот, его хватает где-то на неделю. Я опрыскиваю волосы где-то 2 раза в неделю. Как я это делаю? Я опрыскиваю волосы обильно, особое внимание также уделяю корням, массирую корни, после чего я создаю на голове такой вот теплый парниковый эффект. Как я это делаю? Я закутаю брызнутые отваром влажные волосы пищевой пленкой и одеваю либо шапочку, либо полотенце. Оставляю на голове где-то на 1,5-2 часа, после чего волосы слегка влажноватые, я их просушиваю феном. Мне такой способ нравится больше. Вы же, конечно, выбираете тот, который удобен и больше подходит лично вам. Итак, с волосами мы уже разобрались. Теперь мы сейчас узнаем, чем же полезен лавровый лист для кожи нашего лица. Итак, сразу приступаем к следующему рецепту, который обладает мощным омолаживающим эффектом. Нам понадобится 2 столовые ложки лаврового отвара. Сюда же мы добавляем 1 столовую ложку лимонного сока и где-то 15 капель миндального масла. Если не найдете миндальное масло, можете заменить его на оливковое. Все компоненты смешиваем. Ну что, друзья, как видите, очень легко и просто, всего из 3 компонентов мы вместе с вами приготовили замечательный омолаживающий тоник для кожи вашего лица. Как его применять? Здесь и очень просто. Просто берете ватный диск, либо обычную ваточку, макаете в тоник и протираете им лицо. Можете это делать 1 раз в день, либо 2 раза в день, утром и вечером, как вам удобно. Почему же, собственно говоря, лаврушка помогает нам омолодить наше лицо и что же в ней такого полезного для кожи нашего лица? Дело в том, что еще Гиппократ давным-давно рекомендовал лавровый лист для расслабления перенапряженных мышц. То есть, если по-нынешнему, как аналог ботокса. Представляете? Поэтому отвар от лаврового листа не только уменьшит и устранит ваши морщинки, но и также он используется для борьбы с проблемами кожи, акне, жирный блеск, расширенные поры. А еще лавровый лист помогает очень хорошо устранить проблемы отечности кожи лица. Вот. Помимо этого, миндальное масло, либо оливковое, которое входит в состав этого тоника, очень хорошо напитывает кожу всеми теми компонентами, которые ей так не хватает, и защищает внешние барьеры нашей кожи. Ну а лимонный сок у нас осветляет нашу кожу, делает цвет лица более ровным, светлым и красивым. Поэтому я обязательно советую вам обратить внимание на этот потрясающий тоник. Он делается очень легко, но приносит очень много пользы для кожи нашего лица. Конечно же, лавровый лист полезен не только для кожи нашего лица и для наших волос, но еще и для нашего здоровья. Я, например, на просторах интернета прочитала огромнейшее количество разных рецептов, которые направлены на поднятие иммунитета, особенно вот в сезоны, да, как сейчас вот весна, осень и начинается сезон гриппов и разных вирусов. И люди говорят, самый простой рецепт — это просто заваривать лавровый лист и пить каждый день по 1 столовой ложке в течение 2 недель. Как утверждают многие, это действительно помогает поднять ваш иммунитет. Конечно, не забывайте делать тест на чувствительность, будь то маска или толик для лица, будь то маска там или отвар для волос. Обязательно носите перед нанесением на голову или на лицо немножко средства на сгиб локтя и наблюдайте за реакцией вашего тела. Если появились какие-то высыпания, прыщички, волдыри, значит, это средство вам не подходит. А если вы начинаете что-то принимать внутрь, то обязательно советуйтесь со своим лечащим врачом. Ну что, будьте здоровы, я желаю вам всего самого наилучшего. Увидимся в новых видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!